Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала крышку для корзины. Я вяжу из полиэфирного шнура 3 мм, крючком 3,5. Также мне понадобится еще крючок на 1 размер меньше для вязания ручки и для удобства прятать кончики. Не буду показывать вязание самой корзины и круга в этом видео, просто поделюсь принципом построения этой крышки. Покажу, как сделать ручку, как сделать борты для того, чтобы крышка плотно сидела на корзине и не скользила. Как вязать такой идеальный круг столбиками без накида в раскол, вы можете посмотреть в другом моем видео, оставлю подсказку. Такой принцип вязания крышки подойдет для корзин, которые основаны на таком донышке, и стенки таких корзин связаны столбиками без накида в раскол. Если у вас другой вариант донышка, или стенки корзины у вас очень плотные, да, связанные другим узором, то здесь немножко нужно будет корректировать. Я далее расскажу, как это сделать. Несколько основных правил. При вязании крышки мы не обрезаем и сильно не затягиваем кольцо амигуруми, оставляем его вот с таким небольшим отверстием. Далее размер крышки у нас на 1 ряд больше, чем количество рядов в донышке. То есть если у вас в донышке 10 рядов, то в крышке у вас будет 11 рядов. И в конце я вам покажу, как сделать бортик у крышки для того, чтобы она не скользила по корзине и плотно сидела. И расскажу, как скорректировать размеры крышки, если у вас донышко или стенки другого вида. И еще одно немаловажное правило. Крышка вяжется таким же шнуром, таким же номером крючка и таким же узором, как связано донышко нашей корзины. Итак, первый этап у меня пройден. Я провязала нужное количество рядов. Далее обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. И делаю имитацию верхней горизонтальной петли, вот этого звена косички. Вот первый столбик. У него верхней горизонтальной петли нет, мы ее сейчас сымитируем. Переходим ко второму столбику, и слегка правее от него сверху лежит первая верхняя горизонтальная. В нее мы заходим с изнаночной стороны на лицевую, подхватываем хвостик, выводим его на изнанку и с изнаночной стороны проходим в петлю, откуда выходит хвостик. И также проходим вот в эту перемычку и внутрь петли. Захватываем нить и выводим ее назад. Подтягиваем, чтобы звено косички размера было такое же, как и у всех остальных. И далее опущу вот сюда, чтобы сохранить движение ножки. И далее пойду по последнему ряду с изнаночной стороны. И далее переходим на обвязку края. Начинаем в любом месте, заводим с лицевой стороны под звено косички, набрасываем рабочую нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Это первая рабочая петля. Дальше проходим в следующее звено косички, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Вот получился первый соединительный столбик. И проходим в следующий, подхватываем рабочую нить и пропускаем через петлю на крючке. И вот таким образом мы обвязываем по кругу. И подхожу к завершению обвязки. Провязываю последний соединительный столбик. Сюда мы уже не провязываем, отсюда у нас выходит петля. И последнюю мы сейчас сымитируем точно так же, как имитировали завершение последнего ряда. Оставляем хвостик подлиннее, не совсем короткий. Высвобождаем полностью нить. И здесь точно так же делаем, за исключением положения, да, вот этой верхней горизонтальной. Она у нас уже лежит на полотне, вот она первая. Заходим сверху вниз, подхватываем хвостик,
подтягиваем и возвращаем в эту же точку, откуда она выходит. При этом проходим еще вот сюда, вот в эту петлю и внутрь вот этой петли. Захватываем и уводим наизнанку. Подтягиваем, чтобы все было ровно. И от начала кончик также подтягиваем. И прячем между столбиков. Я буду вот этот хвостик прятать в эту сторону, а этот хвостик в эту сторону. Для того, чтобы круг стал более плоским, обязательно его отпарьте, прогладьте и выровняйте, пока он теплый, в нужных местах. Далее мы с вами переходим на вязание бортика, для того, чтобы крышка не скользила по корзине. Для этого нам необходимо провязать вертикальный ряд столбиков без накида на предпоследнем ряду крышки. Переворачиваем на изнаночную сторону, находим предпоследний ряд. Да, вот последний. Вот идут ножки столбиков последнего ряда. А вот это у нас предпоследний ряд. И здесь мы будем цепляться вот за эти ножки. Вот так. Вот так. И провязывать сюда столбики без накида. Только обязательно мы будем с вами вязать, да, не вот в таком направлении, то есть он очень далеко от нас лежит, этот предпоследний ряд, а вот либо перейдем с этой стороны, либо просто переворачиваем к себе ближе вот этим предпоследним рядом и начинаем отсюда. Заходим в первую точку, в любую, вот сюда, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Хвостик я буду ввязывать по ходу вязания. Он у меня просто будет лежать на петлях, за которые я цепляюсь. Второй. Дальше. Третий. Четвертый. Пятый. И так далее по кругу в каждую точку, провязывая по столбику без накида. И провязываю последний столбик. И далее делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Обрезаю нить, полностью высвобождаю из петли. Вот первая верхняя горизонтальная, да, потому что у первого столбика ее нет. Проходим с изнанки на лицевую, назад. И здесь в перемычку и внутрь петли. Выводим наизнанку, подтягиваем. И уводим между столбиков на изнаночной стороне. Я увожу на ряд ниже. Хвостик, который я ввязывала, также обрезаю. И вот так вот руками все выравниваем. Бортик, да, вертикальный ряд вверх, а часть от горизонтальных рядов у нас лежит плоско. И вот что у нас получилось. Здесь также бортик можно еще обвязать соединительными столбиками для того, чтобы укрепить вот этот край. Далее переходим на вывязывание ручки. Для ручки я беру крючок на 1 размер меньше, чем основной, это 2,5 для большей плотности вязания. И оставляю небольшой хвостик, примерно вот столько. И набираю 3 воздушные петли.
Далее петель подъема не делаем, полотно не поворачиваем. Петля на крючке — это первая рабочая петля, которая выходит из последней воздушной петли. Далее переходим во вторую петлю за верхнюю дужку, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, вторая петля, в третью вытягиваем, третья петля. Далее, придерживая большим пальцем основание всех петель, снимаем петли, снимаем 2 петли с крючка, одну первую оставляем, захватываем рабочую нить и через нее протаскиваем первую петлю, проходим во вторую, рабочую нить подхватываем, протягиваем через одну петлю, вторая на крючке и третья, протягиваем, третья на крючке. И вот таким образом, снимая 2 последние петли и провязывая каждую, оставляя петлю на крючке, мы вяжем до необходимого размера. По ходу набора высоты вы просто складываете цепочку вот эту пополам и смотрите, какую высоту ручки вы хотите, да, и насколько много вам вот здесь нужно пространства. Мне достаточно всего 8 рядов. Я считаю по косичкам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее, провязав нужную высоту, я просто протягиваю рабочую нить через все петли на крючке, вот так. Отрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее, полностью высвобождаю из петли. Далее с этой стороны вот узелок от начала цепочки, вот он, я распускаю, чтобы здесь не было объема лишнего. Подтягиваю все и пропускаю. Так, вот мои 3 воздушные петли до основания. 1, 2, 3. И вот с лицевой стороны на изнанку я прохожу вот сюда, в эту дужку, захватываю хвостик и затягиваю. Вот что получается. По размеру длина моей цепочки 7 сантиметров. Складываем пополам, проходим крючком меньшего размера для удобства с изнаночной стороны в центр, да, в кольцо амигуруми, вот мы оставляли отверстие, и пропускаем сначала одну ниточку с одного конца, и затем вторую сюда же, в эту же точку. Вот так. Здесь я предлагаю еще связать на узелок, но перед этим затяните плотно кольцо, да, вот этой ниточкой, насколько это возможно. Подтяните еще раз ручку и перевяжите здесь на узелок. Я вяжу такой плотный узел, делаю 1, 2, затягиваю. Так, дальше больше не буду узелков делать, чтобы здесь тоже не было такого лишнего объема. И хвостики буду уводить, да, в разных направлениях. От кольца амигуруми я уведу вот сюда. И далее хвостики от ручки я уведу, да, в тех направлениях, как они лежат. Тоже между столбиков можно уводить вот так вот вверх, можно пустить по кругу, тут уже смотрите, как вам удобно. И далее, после того, как кончики увели, обрезаем ниточки. И вот эту часть я еще рекомендую хорошенько отпарить, пригладить, для того, чтобы сильно не было здесь заметно, что мы прятали кончики. И также вот здесь тоже пройдитесь утюгом, для того, чтобы более плоско еще стало вот этот вот край, да, и более вертикально улегся бортик.
Если у вас другой вид донышка, да, другая форма донышка или другой вид столбиков в донышке, то здесь я рекомендую просто повторять донышко и увеличивать количество рядов на 1, да, так же как и здесь. Если стенки корзины у вас очень сильно объемные, не знаю, у вас какое-то двухслойное вязание, возможно, да, то здесь вот бортик мы опускаем на, может быть, не на 1 ряд, а на 2 вам нужно будет опустить, да, для того, чтобы заполнить вот это пространство. Вот, например, у меня здесь хорошо ложится 1 ряд в крышке, да, на вот этот вот край, да, если очень плотная стенка, то, возможно, здесь понадобится 2 края. И здесь вы просто провязываете форму вашей крышки, такую же, как форма донышка, и примеряйте, просто прикладывайте крышку, пока не получите нужный размер, да, чтобы полностью закрыть вот здесь, вот, чтобы было вот ровно с стенками. А далее уже смотрите, какой вам необходимо сделать отступ для бортика, и вот на таком расстоянии просто вывяжите этот бортик. Все, здесь сложного ничего нет, я думаю, что здесь интуитивно все понятно, и все у вас обязательно получится. На этом видео про крышку для корзины подошло к концу. В такой корзине с крышкой можно хранить разные мелочи, да, и прикрывая это все крышкой, вы создаете такой видимый порядок, да, то есть это не видно наполнение, не захламляет как-то пространство. Очень так практично с крышечкой получается. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Вяжите такие крышки для своих корзин, делайте их еще более практичными. Буду от вас ждать обратной связи в комментариях под этим видео. Также присылайте фотографии в телеграм-канал, ссылочку оставляю в описании. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если видео и идея такой крышки вам понравилась. И до новых видео. Пока-пока.